Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Понятильда. Сегодня я предлагаю связать вот такую обувь для игрушек. Вот так она смотрится. Шнурки я заправила вовнутрь. Мне почему-то так понравилось на этот раз больше. Итак, что мне понадобилось для того, чтобы ее связать? Конечно же, пряжа. Это Yarnard Jeans, цвет бордового, номер 66, белого 01. Вязала я их на чулочных спицах 2,75. Также понадобился крючок 2,5, ну и ножницы. И заранее обязательно свяжите подошву. Ссылка на нее будет в описании под видео. Ну и для начала наберите на спицы 62 петли. Так, чтобы на первой и четвертой спице было по 15 петель, а на второй и третьей по 16. Итак, после того, как набрали петли на спицы, я уже здесь начала вязать. На первой и последней четвертой спице у меня по 15 петель. Мысок будет состоять из 32 петель. То есть на второй и третьей спице у меня по 16. И теперь этот ряд провяжем полностью лицевая и изнаночная. Провяжите этот ряд самостоятельно, лицевая и изнаночная. Итак, первый ряд готов, он был установочный, мы его считать не будем. И сейчас начнем вязать пышную резинку. Итак, белым цветом мы будем вязать лицевые на ряд ниже, то есть не за петлю, которая на спице, а вот в петлю на ряд ниже провязываем. А вот изнаночную мы будем вязать обычную. И опять лицевую мы вяжем на ряд ниже, а изнаночную обычной петлей. То есть спицу мы вводим не сюда, а вот сюда. И так вяжем до конца ряда. Лицевую вяжем на ряд ниже, а изнаночную обычной петлей. Итак, ряд я провязала, взяла теперь нить бордового цвета. Нитью бордового цвета лицевые мы будем вязать обычные, то есть петлю со спицы. А вот изнаночную, здесь потом нужно будет обязательно все хорошенько закрепить, чтобы не образовывалась дырочек. А вот изнаночную мы вяжем на ряд ниже, то есть вводим спицу вот сюда, под вот эту перемычку, и провязываем изнаночную. Вначале не совсем удобно, плюс еще нужно тут держать нить. Вот так. И опять лицевую мы вяжем обычную со спицы, а изнаночную на ряд ниже. Лицевая обычная. И вот эта вот перемычка, под нее вводим спицу и вяжем изнаночную. Давайте довяжем этот ряд до конца. И я вернусь к вам. Итак, второй ряд готов. Далее мы будем вязать, чередуя первый и вторые ряды. Напомню, нитью белого цвета мы будем вязать лицевые за петлю на ряд ниже, а изнаночные обычные. Красной нитью мы лицевые вяжем обычным способом, а вот изнаночные за петлю на ряд ниже. Но прежде чем приступить к вязанию другого ряда, всегда перекручивайте между собой эти две нити. То есть я сейчас буду начинать вязать белой нитью, и я ее прокладываю поверх красной и хорошенько буду затягивать. Это для того, чтобы вот в этих местах не образовалось дырочек. Итак, давайте провяжем 16 рядов еще самостоятельно. Я как их свяжу, обязательно к вам вернусь.
Итак, 18 рядов бортика провязаны. Белую нить отрезала, она пока не нужна. И теперь давайте начнем вязать мысок. И первый ряд провяжем лицевыми петлями полностью, а второй ряд провяжем полностью изнаночными петлями. Давайте свяжем их самостоятельно и начнем делать убавки. Итак, давайте провяжем один ряд лицевой, а один изнаночный. Итак, первые два ряда мыска провязаны. Теперь смотрите, петли на первой и четвертой спице это будут петли пятки, второй и третий это будут петли переда. На петлях пятки мы убавок делать не будем, а вот на петлях переда нам необходимо сделать убавки. Давайте сейчас лицевыми петлями провяжем вот эти 15 петель с первой спицы до второй. То есть здесь мы просто провязываем 15 петель без убавок, без ничего. Так, а далее нам необходимо сделать 16 убавок. Будем вязать по 2 петли вместе лицевой. Так, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, ну и так далее. То есть вяжем 16 убавок на этой спице получается тоже, а остальные 15 петель провязываем просто лицевыми. Итак, третий ряд мыска связан. Мы сделали 16 убавок. Четвертый ряд вяжем все петли изнаночные. Свяжите этот ряд, все петли изнаночные. Пятый ряд вяжем 15 лицевых с этой спицы, затем вяжем 8 убавок на мыске и опять 15 лицевых. Я думаю, тут все понятно. Свяжите этот ряд самостоятельно. 15 лицевых, 8 убавок и 15 лицевых с последней четвертой спицы. Шестой ряд мыска. Я красную нить отрезала и начинаю вязать белый. И этот ряд мы провяжем все петли лицевые. Седьмой ряд вяжем 15 лицевых, 4 убавки, 15 лицевых. И на этом наши убавки закончатся. Итак, свяжите 15 лицевых, 4 убавки, 15 лицевых. Итак, я довязала этот ряд. Вот что у нас сейчас получается. Теперь давайте вот эти 15 петель провяжем лицевыми и закроем 4 петли. Мне немного неудобно длинными спицами вязать под камеру, поэтому давайте я сейчас свяжу этих 15 петель и вернусь. Итак, я довязала, беру крючок, закрывать я буду крючком, снимаю петлю, затем вторую и провязываю их вместе. Вот.
так. Да что ж такое? Далее опять снимаю следующую петлю и также провязываю их вместе. И эту петлю точно так же снимаю и провязываю. Так как у нас осталась одна рабочая петля, мы ее заберем со спицы, чтобы закрыть. Снимаем и тоже провязываем и возвращаем. Все, мысок наш готов. Далее мы будем вязать поворотными рядами. Первый ряд давайте провяжем лицевыми петлями. Я распределю на 3 спицы по 10 петель. И второй ряд провяжем изнаночными. 2 ряда верха я провязала. Давайте в этом ряду сделаем дырочки под шнурочки. Кромочную снимаем, вяжем одну лицевую, накид и затем 2 вместе лицевой. Дальше вяжем 22 лицевые петли. 2. Провязали 22 петли. Теперь провязываем 2 вместе лицевой, делаем накид, 1 лицевая и кромочная изнаночная. Переворачиваем вязание и вяжем этот ряд изнаночными петлями. Накид вяжем, как он лежит. Затем провяжите 1 лицевой ряд и 1 изнаночный. Итак, 7 ряд будем вязать как 3, то есть с дырочками под шнурок. Кромочную снимаем, вяжем 1 лицевую, делаем накид, 2 вместе лицевой. Затем вяжем 22 лицевых петли, вяжем 2 вместе лицевой, накид, лицевая и кромочная. И следующий ряд провяжите изнаночный. Так, ну что, я довязала последний изнаночный ряд верха и буду закрывать. Закрывать я буду, как всегда, крючком. Снимаю одну петлю, затем вторую и провязываю их 2 вместе одной петлей. Вот так. Вы можете закрыть петлю удобным для вас способом, тут без разницы. Но просто при таком закрывании здесь, как вы видите, сразу идет обвязка, как столбиком, без накида. Давайте закроем все петли до конца. Итак, я закрыла петли. Вот что у нас пока получается. Теперь давайте обвяжем нитью бордового цвета. Вставляем крючок и столбиками без накида в каждую петлю. Так, ну что, моя обвязка готова. Вот так у нас сейчас выглядит. Теперь давайте соединим с подошвой. Я оставляю крючок в заднюю часть ботиночка и здесь также, где заканчивала вязать подошву. Беру ниточку и с помощью соединительных петель будем соединять. Количество петель у нас сейчас здесь одинаковое. Так, и вот так в каждую петлю вяжем соединительные столбики. После того, как присоедините подошву к ботиночку, свяжите шнурок крючком
количеством 90 петель. Ну, тут, в принципе, конечно, уже на ваш вкус. Подлиннее, покороче, он что-то захочет. Я вязала из 90 воздушных петель. И на этом ботиночки будут готовы. Я связала шнурок, провела его в 2 дырочки, которые мы вязали, и в 3, куда мы вязали столбик без накида, когда делали обвязку. Вот сюда. Как-то так. Ну, в общем, мои ботиночки готовы. Всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Буду очень рада. Всем хорошего настроения и до новых встреч.